Всем привет! Я заметил, что видео о пиратах Карибского моря вам понравилось, поэтому я решил, так сказать, запустить серию роликов о малоизвестных фактах с фильмов, потому что это на самом деле интересная тема. И в этом видео, как вы уже могли догадаться с названия ролика, я вам расскажу малоизвестные факты с трилогии фильмов «Хоббит». Как и ранее, если вы узнаете из видео что-то для себя новое, не ленитесь и поставьте лайк. Если же нет, тогда ставьте дизлайк или просто выключайте ролик. Давайте начинать. Начнем, пожалуй, с самой идеи написания книги о Хоббите, так как Джону Толкину идея написания книги пришла после того, как к нему в голову врезалась фраза «В земле была нора, а в норе жил Хоббит». Знаете, после такой фразы даже мне захотелось сесть и продолжить писать историю Хоббита. Нет, ну серьезно, фраза довольно-таки сильно цепляет. Но вот эта самая фраза и застряла в голове у Джона. Спустя время он наконец-то приступил к написанию книги, которая стала его литературным дебютом. Интересно то, что автор не собирался публиковать эту сказку, он изначально хотел ее оставить для домашнего пользования. Но повесть о Бильбо Бэггинсе попала в руки к издателю, и тот даже заплатил своему 10-летнему сыну, чтобы он прочел сказку и вынес свой вердикт. Мальчик был просто очарован историей, и с этого момента судьба Хоббита была предрешена. Кинокартина «Хоббит» уже давно заняла свое место в истории кинематографа, но есть один очень интересный факт. Все дело в том, что данная картина была первым полнометражным художественным фильмом, который сняли и показывали со скоростью 48 кадров в секунду. Съемочное оборудование, которое существует на данный момент, в целом рассчитано на стандартную частоту, это 24 кадра. Но оборудование в кинотеатрах позволяет воспроизводить фильмы с частотой до 60 кадров в секунду. Я не буду перебирать фильмы, которые вышли после «Хоббита» и с какой частотой кадров они были, но «Хоббит» был первым фильмом с частотой 48 кадров. Как утверждал режиссер трилогии, эти 48 кадров сделали картинку более гладкой, глубокой и реалистичной, что в совокупности с технологией 3D давало зрителю ощущение присутствия в фильме, которое ранее зритель не испытывал. Но, как обычно это бывает, всем не угодишь, поэтому зрители поделились на два лагеря, с одинаковым рвением восхваляющих или осуждающих такое решение. Но как бы там ни было, фильм от этого хуже не смотрится. Но вы знаете, что это была не первая и даже не вторая экранизация «Хоббита». Да, Питер Джексон не является первым, кто экранизировал историю про отважного Бильбо Бэггинса, потому что впервые повесть о Хоббите появилась на экранах в 1977 году, и к этому приложила свою руку компания Warner Bros., которая сняла по мотивам произведения Толкина анимационный мюзикл. Сам же Толкин категорически отказывался иметь дело со студией Disney, потому что не хотел, чтобы его историю превратили в нечто чересчур оптимистичное и легкомысленное. Ну а второй раз Бильбо бегал туда и назад в 1985 году. Тогда в Советском Союзе на студии Лентелефильм сняли часовой телеспектакль о Хоббите. Ну, как вы уже поняли, фильм экранизировали, поэтому, думаю, стоит упомянуть о том, что в роли Бильбо Бэггинса мы могли с вами увидеть не Мартина Фримана, а, к примеру, Дэниела Рэдклиффа, Джеймса МакЭвоя или даже Тоби Магуайра. Однако сам режиссер сказал, что первым его выбором всегда был Мартин, и несмотря на конфликт со съемками Шерлока, Фриман снялся в своей легендарной роли Хоббита. Правда, Джексону пришлось переделывать весь график съемок, чтобы трилогия смогла приспособиться к Мартину Фриману. Кстати, сюжет между Бильбо и Голлумом был отснят в полном объеме, потому что актеры исполняли полностью всю сцену от начала и до конца, как будто они играли в спектакле. И так было в течение 2 недель. Это было в самом начале производства картины, и таким образом Питер Джексон хотел помочь Фриману вжиться в роль Бильбо. Кстати, помните соревнования по загадкам между Бильбо и Голлумом? Конец этих состязаний вдохновлен одной скандинавской легендой, где также соревновались великан Вафтруднир и бог Один. Бильбо одержал победу в состязании, задав Голлуму вопрос, что у него лежит в кармане, на что ответ знал только Бэггинс. И точно так же Один победил Вафтруднира, он спросил у него, что я шептал на ухо своему умирающему сыну Болдру. Вопрос, на который только Один будет знать ответ. Вот такая вот интересная параллель. Интересный факт о Гэндальфе. Все вы знаете этого мудрого волшебника, который странствует по миру, однако такое имя у него было не сразу, потому что Толкин изначально это имя присвоил не старцу с посохом, а лидеру гномов Торину Дубощиту. Сам же Гэндальф мог получить имя Бладартин, от которого все-таки автор отказался, так как ему это имя показалось уж очень несерьезным. Хотя я считаю, что корень Блад все-таки добавляет имени свою остроту. Между тем, настоящее имя Гэндальфа Аларин,
а Гэндальфом его называли жители Средиземья, что в переводе означает «эльф жезла». Это указывает на посох, с которым он всегда шел. Все мы с вами знаем Голлума, который был одержим кольцом во всех 3 частях «Властелина колец». Но в «Хоббите» его участие ограничилось обширной сценой лишь в первой главе путешествия Бильбо. Так как сцену отсняли очень быстро, у актера Энди Серкиса, который сыграл Голлума, появилось очень много свободного времени, и он решил его использовать с максимальной пользой. Поэтому Серкис сел в кресло второго режиссера и активно участвовал в съемках. Он самостоятельно занимался постановкой second unit сцен. Вы никогда не задумывались, как Толкин выдумал все эти имена для гномов? Бифур, Бофур, Фили, Кили. Должно быть, у него очень хорошая фантазия, скажете вы. Но нет, дело в том, что автор был увлечен англосаксонской письменной культурой. Она-то его и познакомила со сборником древнеисландских песен о богах и героях. Вот как раз там он и отыскал все 11 имен для гномов, как, впрочем, и имя Гэндальф. Думаю, в том, что обе трилогии «Властелина колец» и «Хоббита» связаны между собой, нет ничего удивительного. К примеру, сопровождающий Бильбо гном Глоин является отцом гнома Гимли, который сопровождал в походе самого Фрода. Ну а лучник Леголас из «Властелина колец» — это сын короля лесных эльфов Трандуила. Но тут, думаю, нет ничего удивительного, вы и так все это сами знали. Интересно то, чтобы на твердую 5 отыграть роль дракона Смауга, Бенедикт Камбербэтч в течение 6 месяцев тренировал свое тело, чтобы ему удалось достичь необходимой гибкости для съемок. Движение его лица, рук и тела было считано с помощью технологии Motion Capture. Кстати, именно на основе игры его тела и был создан дракон Смауг. А у художников ушла целая неделя, чтобы отрисовать драконью кожу и наложить ее на движение Бенедикта, который также еще и озвучил дракона. Еще Бенедикт озвучил некроманта, и чтобы звучание текстов заклинаний было еще мрачнее, он предложил читать их задом наперед, что было одобрено и сделано. А вот в свою очередь для орков были созданы накладки и пластины из силикона, что, как по мне, намного лучше, чем компьютерная графика. Возьмите, посмотрите старые фильмы ужасов, где использовали грим, и нынешние, где почти везде суют графику, и сделайте вывод, что выглядит страшнее. Тут мнение субъективное. Кстати, гномы, наряду с орками, также стали героями, которых сделали с помощью пластического грима, а не компьютерной графики. Для них были созданы 5 комплектов париков, а также лицевых и нательных накладок. Интересный факт, что в общем объеме на грим всех героев картины ушло 4 тонны силикона. А тролли, в свою очередь, были созданы с помощью компьютерной графики. К примеру, сцена с троллями, где у главных героев завязалась с ними битва, началась с создания трехмерного аниматика. Это помогло режиссеру определиться с углом съемки, движением камеры, таймингами и тому подобным. Далее, актеры, которые играли троллей, подарили свои эмоции и движения в ходе сессии по захвату игры. После этого свои роли исполнили гномы и хоббит, а чтобы они смотрели в нужном направлении и на нужной высоте, потому что троллей добавили в кадр намного позже, актеров заставили смотреть на удочку с шариком. А уже после велась разработка компьютерных моделей троллей, которая настраивалась, оживлялась и все остальные прелести анимации. Ну а в конце все ингредиенты помещались на одну композицию, и мы увидели с вами захватывающую сцену битвы. Кстати, так как фильм снимался с частотой 48 кадров, аниматоры уделяли особое внимание наиболее трудоемким для анимации участкам лица. Это артикуляция, моргание глаз и тому подобное. К тому же, обновленный Голлум также создавался с помощью технологии захвата движений, и так как во «Властелине колец» съемка велась в 24 кадра, то здесь 48 кадров в секунду дали Голлуму в 10 раз больше полигонов и втрое больше выражений. Из этого мы видим, что персонаж стал более подвижным, и таким образом он лучше раскрылся через передачу нюансов актерской игры. К примеру, во «Властелине колец» переход от Голлума к Смеглу происходил через сокращение зрачка, а в «Хоббите» аниматоры заставили существо переживать физический спазм при смене персонажей. Поэтому в данных фильмах аниматоры потрудились на славу. Ну и давайте перейдем к цифрам. Ответственным за кучу резиновых рук на площадке был один человек. За все время съемок актер Джон Белл, сыгравший сына Барта, прибавил к своему росту 10 сантиметров. Как я уже говорил, вес силикона, который использовали для создания накладок, составил 4 тонны. Вес настоящих человеческих волос, которые были закуплены для создания париков, был равен 10 килограммам, а всего этих париков вышло 91 штука. Число человек, которые изобразили гномов, это включая самих актеров, дублеров и каскадеров, равняется 65. Количество силиконовых ступней, сделанных для Бильбо, было 100 штук. Изготовленных бород для гномов было более 260. Массовка составляла 1200 человек,
а монеты и кубки для пещеры, где жил дракон, были изготовлены в количестве 170 тысяч единиц. Немного грустно, но вторая трилогия прошла так же стремительно быстро, как пронеслись 19 лет с момента выхода первой части «Властелина колец». На этом моменте мы все почувствовали себя старыми. Подарит ли нам Питер Джексон еще одну возможность вернуться в Средиземье, это известно лишь продюсерам. Но если вам уж очень хочется туда, то в 2009 году фанаты Толкина сняли 2 фильма «Рождение надежды» и «Охота за Голлумом». Эти 2 фильма описывают события, которые происходили до «Хоббита» и между «Хоббитом» и «Властелином колец». Оба эти фильма есть в свободном доступе даже на Ютубе, поэтому вам не составит труда их отыскать. А на этом наше с вами путешествие по сказочному миру Хоббита подходит к концу. Я надеюсь, что вам было интересно и вы узнали что-нибудь новое из моего видео. Если это так, не забывайте о лайках, также можете подписаться на канал, нажать колокольчик, потому что я планирую выпустить еще некоторые видео по данной теме, так что будет интересно. А на этом я с вами прощаюсь. До скорого.